Привет и добро пожаловать на канал, посвященный майнингу на ноутбуках. Сегодня мы поговорим о том, как разогнать ноутбук с видеокартой NVIDIA, как сделать это просто, эффективно и безопасно. Погнали! За время своего тесного общения с майнящими ноутбуками я точно понял, не бывает одинаковых ноутбуков. Один спокойно держит разгон памяти плюс 1800 МГц, а другой ноутбук такой же модели на 1700 сыплет рыжиками. Рыжики на жаргоне – это реджекты, то есть неправильные решения ваших видеокарт, которые не принимаются пулом и не приносят вам никаких денег. В связи с тем, что ноутбуки даже из одной партии различаются по характеристикам, производители делают настройки комплектующих заниженными, чтобы даже самый неудачный ноутбук из всей партии стабильно работал и радовал своего хозяина. Задача грамотного разгона – поставить такие настройки, чтобы видеокарта добывала криптовалюту на максимуме своих возможностей, но при этом жила долго и счастливо. Параметров разгона видеокарты, она же GPU, всего 3, вернее даже 2,5. Самый важный параметр – это частота видеопамяти. Повышая ее, мы сильно увеличиваем хешрейт. Второй не менее важный параметр – это вольтаж графического процессора. Чем на меньшем вольтаже сможет стабильно работать GPU, тем меньше будет греться ваш ноутбук, что особенно в летние месяцы очень важно. Ну и третий параметр, использующийся в разгоне, который не сильно что-то дает, это частота GPU. Объясню, почему этот параметр не сильно полезен. Когда вы задаете первые два параметра, ноутбук автоматически выставляет соответствующую им частоту GPU. Вы можете ее немного снизить, но какой-то сильной экономии электроэнергии или снижения температуры я при этом не заметил. А снизив частоту GPU еще больше, вы уже начнете терять в хешрейте, что нам также не нужно. Поэтому я давно забил на третий параметр, ограничившись первыми двумя. Если кто-то из зрителей попробует убедить меня в обратном, с удовольствием послушаю аргументацию в комментариях. Для разгона GPU NVIDIA нам понадобится программа NVIDIA Inspector, а также, собственно, сам майнер, в котором мы будем видеть разницу. Я перепробовал много разных майнеров и остановился на Gminer. Ссылки на обе программы я оставил в описании ролика. Покажу, как делать разгон я на одном из самых подходящих для майнинга ноутбуков MSI GP66 Leopard. Я специально выбрал Leopard со средними характеристиками. У меня есть леопарды как с большим хешрейтом, так и с меньшим. В ноутбук воткнута флешка, подготовленная ровно так, как рассказывалось в моем видео номер 2. Скачиваем NVIDIA Inspector и Gminer. Обратите внимание на адреса, с которых скачиваете. Напомню, что они указаны в описании этого видео. NVIDIA Inspector скачиваем именно бета-версию. Распаковываем архивы. И обязательно присваиваем права администратора исполняемым файлам этих программ. В NVIDIA Inspector это NVIDIA Inspector. В Gminer майнер. В папке Gminer мы видим различные батники, каждый под отдельную криптовалюту или их сочетание. Нас интересует батник для эфириума, то есть MineETH. Остальные батники я рекомендую убрать в отдельную папку, чтобы они не мешались. Заходим в редактирование батника. Нам нужно его немного модифицировать. Перед строчкой пишем «Старт», а паузу в конце файла удаляем. Указываем сервер нашего пула, а также его порт.
Эту информацию можно найти на сайте пула, с которым вы собираетесь работать. Указывайте свой кошелек, на который пул будет перечислять вознаграждение за майнинг. Добавляем параметр Worker, чтобы иметь возможность получать статистику по каждому из своих ноутбуков, а не только по общему хешрейту. Worker – это по сути название майнящего ноутбука или рига. Я называю их по модели и порядковому номеру ноутбука, о чем я подробно рассказывал в видео номер 2. Сохраняем файл. Майнер настроен. Переходим к инструменту разгона программе NVIDIA Inspector. Все ее настройки можно и нужно применять через bat-файл. Сейчас мы его создадим. Открываем блокнот. И сохраняем пустой файл в папку инспектора под именем NVIDIA BAT. Далее пишем в файле следующие строчки. Первая строчка – это величина тайм-аута, то есть отложенного запуска. Дело в том, что вероятность того, что сразу после перезагрузки компьютера и запуска этого батника все настройки применятся, меньше, чем если сначала загрузится майнер, немного раскочегарит систему и уже потом запустится батник с параметрами разгона. Опытным путем я пришел к тому, что если поставить задержку 20 секунд от запуска майнера, то это с одной стороны не нанесет вреда системе из-за перегрева, с другой стороны гарантированно применит нужные мне настройки разгона. Вторая строчка – это собственно параметр разгона. Первый – это вольтаж ГПУ. Второй – частота видеопамяти. И третий – частота видеопроцессора. Перед началом разгона пишем третью строчку REM и убираем туда два параметра. Log Voltage Point и Set Base Clock Offset. Так как прежде всего нам нужно понять, на какой максимальной частоте может работать наша видеопамять. Если вы знаете примерные цифры частоты разогнанной памяти вашей модели ноутбука, вы можете начинать с них. Если не знаете, то можете начинать разгон от балды, указывая в параметре Set Memory Clock Offset постепенно увеличивающиеся цифры. На моем леопарде стоит память Samsung, которая легко гонится до плюс 1800. Но, допустим, я этого не знаю, и мне нужно опытным путем понять пределы разгона памяти на моем ноутбуке. Тогда я просто буду прибавлять по 100 МГц от базовой частоты, пока не достигну нестабильной работы ноутбука. Затем от предыдущего, нормально работающего значения, я буду прибавлять по 10 МГц, пока снова не дойду до нестабильности. Таким образом, я приду к максимальному значению частоты памяти конкретного ноутбука. Проверять хешрейт при текущих настройках мы будем с помощью нашего Gminer. На этапе настройки строчку с тайм-аутом в батнике инспектора можно закомментировать буквами R и M, чтобы не ждать каждый раз до применения настроек лишние 20 секунд. Но не забудьте убрать R и M после окончания настройки. Необходимо после каждого изменения настроек в NVIDIA Inspector сохранять батник, перезапускать его, перезапускать майнер и ждать минимум третьего значения хешрейта. Почему именно перезапускать?
Потому что в противном случае майнер будет показывать усредненные значения вместе с предыдущими значениями разгона. Нас интересует хешрейт конкретно на данном значении памяти. Ну а именно третье значение, потому что майнеру нужно немного времени, чтобы показать реальный хешрейт. Итак, мы нашли значение частоты памяти, на котором наша память работает стабильно и выдает максимальный хешрейт. Но если мы посмотрим на текущий вольтаж, вторая цифра в трее, то это вовсе не то, что нам нужно. Нам нужен минимально возможный вольтаж, где сохранится полученный при подборе частоты памяти хешрейт. Открываем батник и перемещаем во вторую строку переменную для указания вольтажа ГПУ. Для начала там поставлено значение 0,75, которое подходит, думаю, любому ноутбуку. А дальше будем уменьшать по 1/100. И внимательно смотреть на хешрейт. Как хешрейт начнет падать, возвращаемся на предыдущий вольтаж, на котором все работало стабильно. Не забываем после каждого внесения изменения в батник сохранять его и перезапускать батник и майнер. Далее вносим батник загрузки NVIDIA Inspector и файл загрузки майнера в папку автозагрузки. Для этого набираем shell, двоеточие, стартап и копируем в эту папку нужные ярлыки. Теперь перегружаем ноутбук и проверяем, что наши настройки применились согласно указанным в батнике инспектора параметрам. Это легко проверить по индикаторам в правом нижнем углу экрана. Как вывести туда эти параметры, подробно рассматривалось мною в видео номер 2. Перезагрузили ноутбук и видим, что вольтаж применился, а вот частота памяти нет. Почему? А потому что мы забыли убрать буковки R и M в строчке с тайм-аутом. Сейчас убираем их и еще раз перезагружаем. Ну вот, а с отложенным применением батника мы видим, что частота памяти как раз та, которая и написана в батнике. То есть наши параметры применились. После того, как мы удостоверились, что частота памяти и вольтаж ГПУ нормально применяются и дают хороший хешрейт, можно побаловаться третьим параметром, уменьшив частоту ГПУ на 100 другую. Главное, следите, чтобы от этого не просел хешрейт. Повторюсь, что я не вижу в настройке этого параметра особого смысла и не применяю его. Поздравляю, основная работа сделана, но это еще не все. Окончательная тонкая настройка происходит уже в процессе майнинга.
Мониторьте поначалу раз в день результаты, которые дает ноутбук. Если все шары валидны, то есть приняты пулом, небольшое количество stale шар вполне допустимо, то все хорошо, ничего донастраивать не нужно. Шары указаны у нас вот здесь. Сейчас у нас только запущен майнер в очередной раз после перезагрузки, поэтому здесь по нулям. Первая цифра, вот, только что была принята шара благополучно, вот это единичка. Первая цифра это благополучно принятые шары. Вторая цифра это stale шары, то есть те, которые запоздали с решением и были решены уже кем-то другим. Такое бывает, ничего страшного. А третья цифра это reject шары, те так называемые рыжики. Соответственно, чем больше реджектов, тем больше поводов снизить частоту памяти для того, чтобы не перенапрячь наш видеоадаптер. Мы хотим майнить долго и продуктивно, не так ли? Каждый для себя решает самостоятельно, сколько допускать реджектов. Я для себя сделал лимит 1 реджект на 10 тысяч принятых шар. Если реджектов показывает больше, снижаю частоту памяти на 10 и через день опять мониторю. Так уменьшаю до тех пор, пока реджекты не исчезнут совсем, либо не будут превышать выше озвученного значения. Ну вот и все. Теперь вы имеете всю необходимую информацию, чтобы, подчеркиваю, на свой страх и риск разогнать свой ноутбук для майнинга с GPU NVIDIA по максимуму. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Ну а я постараюсь, не откладывая в долгий ящик, снять следующий ролик, который поможет вашему ноутбуку приносить еще больше прибыли. До новых встреч и пока-пока!